Если вы зашли на это видео, значит, скорее всего, вы играли в альфа-версии Hello Neighbor. Неважно когда. В 2016, 17, 18, 19, 21, 1131, ну или недавно. Но обращали ли вы внимание на что-нибудь, кроме основы прохождения? Наблюдали ли вы малозаметные или вообще незаметные детали в данных играх? И специально для вас, лучшей аудитории в этом мире, я перепрошел очередной раз все альфа-версии, наиграл хрен знает сколько часов. Не подумайте, я не конченый фанатик, просто игры действительно кайфовые. И собрал все секретные, ну или не очень секретные, секреты секретов, секретами погоняют. Секрет не тот, что скрытен, но найден, а тот, что скрытен настолько, что он... Ладно, минутка клоунада закончена. Заранее предупреждаю, что в видео будут присутствовать как очевидные факты, так и те, которые вы, скорее всего, не замечали. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Никогда этого не просил, но поддержите видео лайками, я над ним действительно старался, ну и... Приветствую вас, мои дорогие друзья-подписчики, с вами я, Блищий Раскрывайка, известный вам как лучший серийник по Hello Neighbor, лучший эфир, лучший видеомонтажер, фотожоп, аниматор, гитарист, мукомол, пловец, нудей-игрец, любитель в тайне подручить на альфа-версии Hello Neighbor, любитель обосрать научить фнафа, хотя... Здесь, пожалуй, минусов нет, они действительно дерьмо. Ну или же Strange Apple. Сегодня мы поведаем об интересных фактах в альфа-версиях Hello Neighbor. Ну что ж, начнем по порядку. При альфа с помощью нажатия на Z и X ГГ отклоняется в стороны. Это можно использовать как способ для открытия дверей, чем я и воспользовался в самом начале. К слову, отсюда вытекает следующий факт. В начале сосед находится в зале, почти полностью неактивный. Простите, я не мог не вставить. В этот же момент в ванной можно отыскать ультрафиолетовую лампу. Если в комнате с 3 креслами включить свет, то она начнет полностью сиять райским светом, и в ней будет проблематично хоть что-то разглядеть. Ну и раз уж мы перешли к свету в доме соседа, то стоит рассказать о пасхалке с лампочками, которую без иронии и шуток я первый отыскал на ютубе. Может быть, кто-то без записи и находил ее, но на ютуб первым доказательство с данным секретом выложил именно я. Пруфы вы видите на экране, если кому интересно, на моем первом канале эти видосы еще остались. Так вот, если в комнате с перевернутым интерьером заменить лампочку в люстре на лампочку с комода и включить свет, то комната будет освещена... Ну, не красным, а скорее оранжевым светом. Если мы вернемся в комнату с 3 креслами и провернем ту же махинацию, но уже с лампочкой в шкафу, то комната будет освещена зеленым светом. Также я недавно обнаружил, ну как недавно, видеоряд-то снят еще в апреле, но не суть. То если в ванной заменить лампочку на одну из лампочек столовки, то комната будет озарена огненным светом. Простите, я не знаю, как его назвать. Ну и если там же поставить лампочку из комнаты с 3 креслами, то она будет светить таким же огненным светом, но ярче. После появления громадного соседа спальня светится красным светом. Сколько же раз сказал свет за роли? К слову, если вам пришла идея в голову... А что будет, если одновременно включить эти разноцветные лампы? То я как человек, который протратил 30 минут своей жизни на данное бесполезное занятие, готов вас заверить, что произойдет Ни-ху. И это грустно. Ведь прикиньте, как было бы круто, если бы после этого нас, например, отправили на какую-нибудь другую скрытую локацию в игре. Или случилось что-нибудь интересное. Но это всего лишь при альфа, поэтому разработчики еще ничего подобного и не задумывали. Ладно, знаю, что заебал рассказывать только про один факт, поэтому переходим к следующему. В при альфа сосед может ставить камеры. Если сосед узнает, что вы активничали в каком-то месте, он заставит его коробками, стульями и другим говном. Во всех играх по соседу можно открывать капканы. Как необычно. В момент кошмара с большим соседом с помощью коробок и мусорного ведра можно выбраться наружу и погулять по дому усатого. Если в этот момент зайти в гараж, то там можно найти отмычку. После открытия подвала комната на крыше загорается зеленым. К слову, туда можно забраться и там тоже Ни-ху. Также за невидимой стеной мы можем увидеть дорожный знак с изображением падшего ангела. Бля, плюс в чате, кто тоже скучает по всей этой оккультной теме в соседе. Это такая тема была, конечно. Вот надо было обязательно сделать какую-то драматичную историю про обычного семьянина, а не про маньяка-педофила. Ведь это ж, блядь, не хоррор ни разу. Во всех играх Hello Neighbor, если часто разбивать окно, сосед будет заделывать их досками. При альфа сосед может носить вещи. Этого, к сожалению, не хватает в новых версиях, ну да ладно. На этом моменте написания сценария автор уже заебался, но нужно переходить к следующей игре, лучшей в этой франшизе. При помощи предметов можно забраться внутрь крыши, а если подобрать нужную точку, то и дома, не открывая при этом замок в начале игры. Лайк, если заходишь так домой, когда забыл ключи. Можно пробраться в дом соседа в начале с помощью трейнера. В нем нет ничего интересного, просто сосед, будучи неподвижным, может спавниться в разных местах. У меня один раз заспавнился даже на улице. Слово о трейнере. Он работает во всех альфах, полностью проверен, без вирусов, даже если компьютер будет говорить, что это вирус. Это не так, потому что он говорит спрос на то, что он трейнер. Ссылку на архив я оставлю в описании, однако к архиву нужен пароль, который будет раскидан по всему видео. Я это сделал для того, чтобы большинство из вас посмотрели больше, чем начало. А то как-то нечестно, я значит стараюсь, а вы от силы только 4 минуты смотрите.
Ну ладно, мы как-то отошли от темы. Следующим фактом является фича с ведром, который в представлении не нуждается. Благодаря этому ведру было раскрыто немало секретов данной франшизы. Следующий факт был раскрыт именно благодаря ему. К слову о нем. За пределами карты существует второй дом соседа, в котором абсолютно ничего нет, так как был сделан для катсцены. Опять же, с помощью трейнера можем посмотреть, что же скрывается в подвале. Там присутствует данная картинка. Я, кстати, помню, как в детстве Яра пытался всеми способами попасть за дверь, ведь наивно думал, что из-за этого поменяется концовка. А там просто картинка. Будучи ребенком, я был разочарован. Кстати, напишите в комментах, кто пытался захламить проход в двери, чтобы сосед не смог схватить ГГ во время катсцены. Посмотрим, сколько нас таких. Долбоёб. После воспроизведения катсцены в том же самом доме мы видим неподвижного соседа, а также колесо, лежащее возле двери. Ну и еще дом главного героя находится вплотную к дому усатого. Если долго драконить соседа, то он может зайти к главному герою в дом. Это, кстати, выглядит реалистичнее, нежели в других играх по соседу, где он просто стоит и пялится. После определенного количества проигрышей мы увидим сон мини-игру, происходящую в цирке. В Альфа, кстати, было немало намеков на цирк, из-за чего появлялись теории, которые делал ваш покорный слуга тоже. Всем привет, с вами я, Друг ТВ. О том, что сосед работал там и каким-то образом похищал детей. На это, кстати, было и множество других намеков. Вот это я понимаю хоррор-персонаж, а не тот добрый семьянин из релизной версии. Если мы возьмем хлеб, банан, яблоко и кинем их в воду на втором этаже, то банан утонет, а остальные продукты будут дрейфовать. Намек ли это разработчиков на то, что хлеб и яблоки продукты актодификации? Если так, то я их осуждаю. Внутри дома, на остальных этажах, помимо первого и второго, ничего нет. В принципе, неудивительно. Еще немного вам моих охуительных историй. Помню, как пытался с помощью ведра запрыгнуть на вагонетку и заехать внутрь тоннеля. Каково было мое удивление, когда я понял, что это не вагонетка меня скидывает, а просто возле тоннеля была невидимая стена. Если мы разобьем окно, то на следующий день оно не будет заделано, как в других играх. Лайк за реализм. Начиная с этой альфы, мы можем включать и выключать рубильник. Если мы, взяв телефон, нажмем на левую кнопку мыши, то он начнет звонить соседу. Если мы в этот момент возьмем телефон соседа, то в нашем телефоне будут страшные звуки. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Нерабочая мразь! Недалеко от дома можно найти дорожный знак с изображением падшего ангела, так же как и при альфа. И кстати, в этой альфе присутствуют два варианта прохождения. Первый стандартный и второй с молотком в гараже и отмычкой в комнате с компьютерами. Жаль, конечно, что из-за этого концовка никак не меняется, но имеем, что имеем. Ну а теперь мы переходим от лучшей игры этой франшизы к самой уютной. Ну реально, у меня одного такое, что когда я играю в Альфа 2, ощущается какой-то комфорт и уют. Ну, до момента, пока не зайдешь в дом местного Виктора Баринова. Агузак! Короче, погнали. Слева от окна, ведущего в комнату с ключ-картой, можно пройти за текстуру. Если с помощью команды Ghost пролететь стену правее от подвала, то внутри можно обнаружить летающие кубики и картину. Главной, можно сказать, особенностью второй альфы является встроенная консоль, благодаря которой можно как исследовать карту, так и играть над соседом. Да все, утрите слез. Петровичу все в порядке, все хорошо с ним. Вы из-за музыки из Майнкрафта, да? На Петровича вообще похер. Ну типа, вообще все равно. Вот вы, конечно, бесчувственные мразь. Кстати, обо всех консольных командах в Альфе 2 я расскажу в следующем видео по Hello Neighbor. А чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик. Бля, ты что уже докатился? Под землей можно обнаружить объекты, которые выполняют какие-либо скриптовые функции, будь то в катсценах, ну или в самой игре. В различные моменты игры расположение объектов меняется. Когда мы пройдем на второй этаж за секретной дверью, ворона будет очень неприятно каркать. Да заткнись ты нахер! Но как только мы посмотрим на нее, она очень вежливо заткнется. Кстати, если удалить стену проход, то Усатыч действительно отреагирует и побежит на второй этаж. Вылетев за невидимые стены, можно обнаружить два дома ГГ из прошлых альф. Его машину, стоящую возле какого-то левого дома, а также кладбище. Ну и еще отсылку на Шрека. В данной альфе есть несколько вариантов прохождения. Первый, самый стандартный, то есть драконим Петровича, отбираем ключ, открываем кладовку, берем лом, отмычку, с помощью отмычки открываем сарай, берем гаечный ключ, ну и конечно же ружье. Откручиваем гайки, забираемся наверх, прыгаем вниз и берем ключ-карту. Во втором то же самое, но мы можем пройти наверх с помощью рычага, а там либо вскрыть доски, либо разбить окно. Можем взять гаечный ключ в холодильнике. Вам показалось странным, что он в холодильнике, а мне вот интересно, что там делает хлеб, ну да ладно. А можем ничего не включать и не брать, и просто кинуть коробкой в рычаг с правой стороны дома и доехать до ключ-карты.
В-третьем, можно взять магнит на втором этаже и притянуть как карту, так и отмычку, а затем открыть кладовку и взять лом. В-четвертом, вообще можем отравить соседа, чтобы взять ключ. Короче, здесь дофига различных способов, как можно пройти игру. Этим Альфа 2 и компенсирует свою маленькую продолжительность. Благодаря консоли можно обойти скриптовый барьер и походить по подвалу. Вы его наверняка кучу раз видели, поэтому просто покажу, насколько он здоровый. Дверь в конце подвала можно открыть, если убрать стул из-под текстур. И там по традиции будет... При помощи консоли в Альфе 2 можно открыть сразу несколько карт, и первой является меню из Альфы 1. Ну, недоделанное меню. Я не знаю, что оно здесь делает, ну, допустим. Если ввести данную команду, то мы окажемся на островке с водой и с камнями. Это не относится к соседу, мне кажется, что это одна из топовых карт Unreal Engine. Если мы введем похожую команду, то, во-первых, мы провалимся за текстуры, а во-вторых, это будет та же самая карта, но с водой, океана. Если мы введем данную команду, то мы окажемся в тестировочном доме, который я исследовал в своем первом канале. Но еще я делал Винди и куча других ютуберов, да и сами вы, скорее всего, исследовали. Короче, я не буду сейчас его полностью показывать в видео, поэтому просто покажу внешний его вид. Кстати, именно из этой карты мы узнаем, что на ботинке у соседа написано 666. Хрена у тебя ласты, братан. Ну вот мы и закончили уютную вечернюю Альфу 2, и теперь переходим, как по мне, в не менее уютную, но при этом ночную Альфу 3. Пройдя проверять лифта, мы увидим дверь, освещенную красным светом. Зайдя туда, можно лицезреть данную картину. Не знаю, как вы, но я, будучи 9-летним пиздюком, с этого нехило так дристанул. Если постоять определенное время возле двери с синим замком, то можно услышать данный звук. Блять, я знаю, что неоднократно говорил об этом на стримах и в видосах, но какую же атмосферу создает этот звук, какую ностальгию он вызывает. Казалось бы, просто звук приезда поезда в метро, но какие теории благодаря ему я делал. И как же он подходит к вайбу, ненавижу это слово, Альфы 3. Напишите в ком у кого тоже что-то вызывает этот звук, а то интересно, только ли у меня беды с башкой. Несколько раз нажимая на ту же самую дверь, кто-то может постучаться. Осьминог, подумал Штирли. Около черных ходов можно обнаружить чью-то могилу. Если исходить из старых теорий, то это либо жена соседа, либо какой-то посторонний человек, который сунул свой нос не в свое дело. На кухне можно увидеть данную интересную кружку, которая меняет свою форму. Понятное дело, что это небольшой баг с прорисовкой, но все равно интересно. За одной из дверей в подвале можно увидеть перекошенного мальчика. Опять же, исходя из старых теорий, можно сделать вывод, что это либо одна из жертв соседа, либо его сын. Однако, учитывая то, что рядом буквально стоит плачущий сосед, навряд ли это какая-либо из его жертв. Внутри этого, держащегося на соплях строений, находится комната, в которую никак нельзя зайти, но оттуда исходят данные звуки. Вот насчет этих звуков я вообще не шарю, с какого перепугу они там вообще есть. Даже если мы обратимся к релизной версии, то там будет кошмар с кладовкой, где нет ни единой души. Остается только два варианта. Либо здесь планировался какой-то другой кошмар, или что бы то ни был в первоначальной релизной версии. Либо это просто рандомный набор звуков, чтобы покошмарить игроков. Если мы поднимемся по данной лестнице и пройдем направо, то увидим металлическую дверь из второй альфы, в которой можно услышать бульканье утопленника. Жутковато, не так ли? В данной комнате есть решетка, которая активируется при помощи рычага. Что удивительно, ведь по идее разрабы могли над этим и не заморачиваться. Вот так раньше выглядела лифтовая шахта. Возле дома соседа есть вот такое вот непонятное строение, которое опять же держится на соплях. А на этом строении есть кое-что интересное, но об этом немного попозже. На третьей станции присутствует дверь, которая ведет в какую-то комнату. А она в свою очередь ведет в другую комнату, которая находится за той металлической дверью из 8-го факта. К сожалению, здесь пусто. На второй станции, той, которая за полотно, в принципе нет чего-то необычного. Но там есть кресла и коробки, а также камеры. Помните про построение, о котором я говорил в 11-м факте? Так вот, на нем есть код. Также в местах на видео есть QR-коды, которые, если собрать воедино, то мы получим данное сообщение. Видите ли вы это? Помните, 100-363. Я должен был это спрятать, они могли узнать. Озвучил Куба 777. Здоровый анонизм укрепляет организм. К слову, если в Альфе 2 ввести этот код не в консоли, а просто нажимая на клавиши, то сосед нас не будет видеть. Это действительно занимательно, я когда это сделал, действительно прихуел.
Еще этот код, кстати, относился к определенному веб-сайту. И используя пароль администратора 44574, который был в одном из видосов Tiny Build, можно было получить первую часть AI Raw Test Data. Сразу говорю, для тех, кто меня будет спрашивать, в каком видосе находится пароль администратора, я не знаю. Эту инфу я взял чисто из Википедии. Насчет сайта я помню, однако он уже давным-давно не работает. Ну, потому что он уже не нужен, его давным-давно закрыли. Что же это все значит? А это РГшечка, мои дорогие друзья, от разработчиков Hello Neighbor, которая проводилась до выхода релизной версии игры. К сожалению, полностью мы с вами разобрать ее сегодня не сможем, потому что заканчивается она именно в релизной версии игры, а разбираем мы сегодня только альфа-версии, поэтому разберем мы с вами только часть. Но все же, если вы хотите увидеть видос об этой РГшке, то пишите в комментах. Ладно, переходим к другому факту. В Альфе 3 снова-таки есть несколько вариантов прохождения. Да, их там не так много, как в Альфе 2, но все же. На втором этаже есть дверь, которая ведет к ружью. Чтобы ее открыть, нам понадобится желтый ключ, который находится немного выше парадной двери. Также к ружью ведет и решетка, которая открывается с помощью рычага на первом этаже. Еще у нас есть два варианта прохождения в комнату с ломом. И оба сложные. В первом можно забраться по лестнице, на третий этаж и с помощью предметов забраться в окошко. В чем же сложность? Да в том, что реализовано это здесь кривовато, и башенка из предметов начинает рушиться под главным героем. Ну да ладно, в принципе это более легкий вариант, чем второй. Во втором же случае нам нужно попрыгать по ступенькам. В чем же здесь проблема? Да вот в этой вот ступеньке, блять, обычно на нее уходит больше всего попыток. В этот раз в городе есть много различных зданий. Например, заправка, поле. Я, кстати, помню теорию о возможном моменте в релизной версии о том, что наш главный герой выбирается из могилы, и за ним по этому самому полю гоняется сосед. Было бы славно. Супермаркет, больница, озеро, завод, школа, церковь. Это делает город из третьей альфы одновременно более живым, но в то же время и мертвым, ведь людей в городе нет. Ну, в смысле в геймплее, по сюжету-то есть. Ну а теперь переходим к картам. Если ввести данную команду, то мы окажемся на пустой карте с одним большим ведром и непонятным эффектом в глазах, похожий на гипноз. Когда эти круги становятся яркими, воспроизводится звук ловли соседом, и все начинается заново. Я не знаю, что это, возможно, заготовка какого-то старого режима, не добавленного в игру или что-то еще. Возможно, это, кстати, старая механика кошмара с заводом, кто его знает. Введя эту команду, нам открывается недоработанный кошмар со школы, где вместо манекенов бегают модельки КГ. Эта команда нам открывает почти готовый кошмар с кладовкой. Ничего интересного, кроме того, что в тостере что-то делает моделька гроба. Ну и напоследок, введя эту команду, мы появляемся в подвале Альфы 2. Это еще раз намекает на то, что в Hello Neighbor сначала задумывался именно такой подвал. Наверху находится поломанный дом соседа из второй Альфы, и даже есть рабочий ИИ. Фух, ну вот мы завершили все Альфы, это был очень приятный для меня видос. Всем до встречи. Ай! Мылился, блядь, я сказал, делай все альфы. Ну их всего ж 4! Какие 4? Их там 5, блядь, ты что, четвертую забыл или что? Не забыл, просто... Ну ты все нахуй, сиди делай, я слежу за тобой, понял? Сраный черт, блядь, пользуется тем, что у него подписчиков меньше, чем у меня. Мне показалось, или там что-то спизданул? Да ничего. Приступаю. Давайте, Альфа 4, погнали. Заранее извиняюсь за небольшие просадки, а также не очень хорошую графику в видеоряде. Все дело в том, что я был не дома. Соответственно, я записывал это все на слабоватом компьютере, и поэтому получилось все вот так, как получилось. Приступаем. В гостиной можно забраться под диван. Я понятия не имею, как это делает ГГ, учитывая, что пространство там невероятно маленькое, но факт забавный. На самом верху дома, возле мельницы, находится моделька соседа, которая участвует в начальной катсцене. На окраине города можно увидеть заготовку полицейского участка. Вообще это похоже на... Нет! Тебе не захватить мой ролик, еще остались здравые люди, которые всерьез не смеются над этим. Если пролететь под землю, то можно увидеть данные объекты, а в зданице соседа и тень. Это все относится к сцене, о которой мы поговорим позже. В данном месте за стеной можно найти секретную комнату всего с одним шкафчиком. Эта закрытая комната является заготовкой для тира в релизной версии. В самом верху лифтовой шахты появилась новая комната. Пока что она пуста. Если полетать по городу, то можно найти этого теневого мальчика из Альфы 3. Также его можно найти в кошмаре школы на одной из труб. В озере можно найти роботическую акулу из Альфы 1. Непонятно, что он там делает, но забавно. В машине ГГ можно найти 3 зеленых кубика. Об этом чуть-чуть попозже. Можно получить секретную катсцену. Для этого нужно посадить семя, полить почву, затем с выросшего дерева скинуть золотое яблоко, найти трубу и кинуть его туда.
Если вы меня спросите, что же это все значит, то я отвечу, что возможно по не старому, но и не окончательному сюжету сосед очень боялся своего отца. Это можно понять по сломанному граммофону. Если полетать по городу, то можно увидеть наработки памятника. Знаете, я все же решил вернуться к кубам. Под машиной соседа можно увидеть 3 белых куба, под самой верхней крышей 5 красных кубов, а под крышей возле второй станции 2 желтых кубика. За картой находится здание с 4 кубами тех же цветов, а также бинарным кодом сверху. Бинарный код отсылает нас на сайт 13063.com. На этом сайте мы должны ввести пароль. Пароль же у нас скрывается в кубах, а точнее в их количествах. После ввода пароля скачается файл, с которым мы пока ничего не сможем сделать, и по продолжению РГ идет в релизной версии, которую мы сегодня не разбираем. Внутри самого высокого здания в доме находится миссинг скрипт, который нас телепортирует за школу, после чего мы умираем от высоты. Я, если честно, не понимаю, в чем смысл этого миссинг скрипта, потому что мы как бы телепортируемся за школу, то есть мы уже телепортируемся за барьеры, но при этом мы не можем ходить по карте, потому что наш главный герой умирает от полета. Я не знаю, может какая-то недоработка от разработчиков, но странно это все. В данных местах дома можно найти отмычки. На самом верху кошмара кладовки можно найти коробку, в которой будет находиться золотое яблоко. Ну и напоследок я вам расскажу об отсылках на ютуберов. На кухне находятся данные хлопья, которые являются отсылкой на Аарона Сейвод. Также в одной из комнат находится танк, который является отсылкой на ютубера Бонус. На одном из домов находится данный плакат с надписью Wanted, который, естественно, является отсылкой на нашего русского ютубера Dia Wanted. Возле супермаркета можно найти данную маску. Раньше все думали, что это маска соседа, и он является маньяком, но на деле нет, это отсылка на ютубера Bears Gamer. В спальне соседа можно найти данную книгу, которая является отсылкой на 8-бит Ryan. В гостиной соседа можно найти данную коробку с лапшой, на которой будет изображен ниндзя с надписью 8-бит. Это отсылка на ютубера The 8-bit Ninja. Эта газировка является отсылкой на Pidgey Mike. Коробка от ружья является отсылкой на One Shot Girl. Ну и в кошмаре школа на доске можно найти данную надпись, которая является отсылкой на ютубера Разбовский. Чё? Я тебе угодил? Нет, блядь. В смысле нет? Ты чё, охерел что Ты ли? еще 2 факта забыл. Каких 2 факта? Я все... Да. Еще 2 факта. Ну давайте. В Преальфе и Альфе 1 можно найти множество подобных книг. Все они являются повестью Фауст от известного поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте. Если мы введем данную команду в трейнере в Альфе 3, то мы окажемся в тестовом доме из Альфы 2. Но отличие будет в том, что у соседа на ботинке будет написано не 666, как в Альфе 2, а буква W. Возможно, это говорит о том, что соседа раньше звали Уилсон. Ну а теперь-то все. Да, другое дело. Блять, слава богу, иди сам заканчивай видос, заебался я уже, давай. Ну и правильно, вали отсюда, блядь, понял. Всем привет, мои дорогие друзья подписчики, с вами я, Apple322. Как вы поняли, Stranger Apple ушел по своим делам, поэтому ролик придется заканчивать мне. Итак, сегодня мы с вами разобрали интересные факты в альфа-версиях Hello Neighbor. Напишите в комментариях, если мы что-то упустили, а также напишите в комментариях, понравился ли вам видос или нет. Нам будет очень интересно почитать ваши комментарии. Хорош говорить таким тупым голосом, блядь, говори нормально. Нам будет очень интересно почитать ваши комментарии. Также надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, что этот ролик соберет хотя бы 1000 просмотров и хотя бы 20 лайков. Почему не 50, как прошлый? Потому что оно обычно так и получается, что когда ты над чем-то очень сильно стараешься, то оно собирает меньше, чем то, что ты сделал на отъебись. Ну, конечно, я прошлый ролик не делал на отъебись, ни капельки, но он был проще, чем этот. Гораздо проще. И он собрал 50 лайков, так что я вообще надеюсь, что этот ролик соберет хотя бы, ну, если не столько же, то больше. Но никак не меньше. Ну и вообще я бы на самом деле хотел бы, чтобы он собрал этот ролик, ну, хотя бы 2000 просмотров. По-моему, вполне заслужил, по-моему, вполне себе неплохо. Ну и хотя бы просто за мои старания. Да-да-да, за наши старания. Потому что мы очень сильно над этим старались, совмещали вообще с другими там какими-то личными делами, личными приколами, как, допустим, с ОГ. Очень трудно мне дался, нам дался этот ролик, поэтому надеюсь на вашу поддержку. И огромная просьба, мои подписчики. Смотрите видео не только по Hello Neighbor, смотрите видео и по другим темам, пожалуйста, потому что я далеко не всегда хочу делать видео по вселенной Привет Сосед. Я хочу сделать, допустим, видео по Team Fortress, связанное с обновлением. Хочу сделать в будущем видео по Half-Life 2. И, понимаете, будет просто как-то обидно, если я сделаю эти видео, буду над ними, там, знаешь, стараться, изучать как-то эту всю тему. И по итогу вот эти все мои старания получат свое признание в виде, там, ну, 200 просмотров. Ну, согласись, в сравнении с любым вообще видосом по Hello Neighbor на моем канале, это вообще сущие копейки, можно сказать. Это вообще ни о чем. И это правда обидно, потому что, ну, сейчас я стал действительно стараться над монтажом, и
Ну, если я буду тратить вот столько времени и просто в никуда, но это правда будет обидно и как-то несправедливо. Поэтому прошу вас, смотрите видео не только по Hello Neighbor. Так, вроде все, о чем хотел сказать, сказал. Желаю вам классных летних каникул. Кстати, о классе. Я стою на сцене, все танцуют на танцполе. У твоей красавицы застрял вибратор в жопе. Ты продажная сука, за баксы все творить готов. Выкинь свой микро, порежу и пиздуй доить коров. Бойтесь, вы папа, адвокатом, матушка, врач. Я бухаю водку из горла и хаваю бач. Я читаю строки, будто в кровь, и я number one. Ты читаешь строки, будто комик Дима Билан. А жизнь бегал, и ты перегнал. Я не ночью педиков сосал. А мне все люди говорят, что я нахал. А мне все, но ты меня на что насрал. Да, я все, веки делом все перечитал. А ты весь день у кого всех сосал. А